Всех приветствую, вы на канале Income, меня зовут Вадим, и сегодня поговорим о криптовалютных индексах, что это такое, для чего они нужны и стоит ли в них инвестировать. Кто знаком с рынком акций, наверняка слышал о таком понятии, как фондовый индекс. Самые популярные из них это S&P 500, куда входят 500 крупных компаний США с наибольшей капитализацией, индекс Dow Jones 30 компаний США, а также индекс NASDAQ, где более 3200 компаний. Если говорить коротко, то индекс позволяет оценить в целом экономику на текущий момент. Индекс является малорискованным и диверсифицированным вложением. А почему? Да потому что если смотреть на график, он показывает в целом практически стабильный рост, и если рассматривать инвестиции на долгосрок, это будет очень хорошим вложением, и вам не придется изучать каждую компанию по отдельности, так как за вас уже это сделали. А что там с криптовалютными индексами? В них также выгодно вкладывать или все же нет? Давайте рассмотрим несколько самых популярных, и первый из них это DeFi Pulse Index, или сокращенно DPI. Старейший и наиболее популярный индекс сферы. Его капитализация на момент 26 ноября 2021 года составляет 177 миллионов. Токен торгуется на платформах Uniswap V2 и V3, SushiSwap, KuCoin и Loopring. Согласно информации на сайте, индекс взвешен по капитализации и в него входит 18 токенов. Все токены данного индекса изображены на этом скриншоте. Следующий индекс это Metaverse Index или MVI. Индекс на основе токенов, набирающий популярность сектора GameFi, то есть токенов в игровой сфере, всего их 15. Здесь также можете ознакомиться с полным списком токенов в данном индексе. При расчете долей компонентов MVI учитывается не только капитализация, но и показатели ликвидности. Основные требования для включения в индекс: доступность блокчейн Ethereum, рыночная капитализация более 50 миллионов, приемлемая и устойчивая ликвидность на Ethereum бирже. Рыночная капитализация Metaverse Index составляет 66,8 миллионов по состоянию 26 ноября 2021 года. Приобрести MVI можно как в приложении IndexCube, так и на Uniswap. Далее Bankless Bet Index или BET, он очень прост для понимания и при этом наиболее диверсифицированный инструмент от IndexCube. Он состоит из трех частей: 33,3 биткоина, 33,3 эфириум, 33,3 индекс DPI. Таким образом, BET охватывает большинство наиболее капитализированных активов, отсекая низколиквидные монеты. Индекс ребалансируется ежемесячно для поддержки вышеуказанных пропорций. И последний Data Economy Index, или сокращенно DATA, охватывает крупнейшие проекты, так или иначе связанные с данными в цифровой экономике. В основе индекса лежат следующие токены: Chainlink, Filecoin, Degraph, Basic Attention Token, LivePeer, Ocean Protocol, Numera. Для включения в индекс капитализация монеты должна превышать 100 миллионов долларов. Давайте рассмотрим каждый график индексов по отдельности. Стоит ли рассматривать криптовалютные индексы в качестве сбалансированного портфеля и хорошей инвестиции на долгосрочную перспективу? Вот видно, как с начала января 2021 года начался рост. Как раз когда криптовалютный рынок пошел вверх. Можно за навигацию для сравнения взять биткоин. По биткоину видно, рост начался даже чуть раньше, уже с начала декабря 2020 года. И продлился этот рост до начала мая 2021 года. Продлился до начала мая и потом пошел на убыль. И с середины июля рост опять начался. Продлился он до начала ноября 2021 года. Давайте здесь же наложим график DeFi Pulse для полного удобства сравнения. В целом видно, что график двигается практически идентично графику биткоина, что показывает нам, что график идет по тренду рынка. Metaverse индекс в целом показывает тоже хороший рост, учитывая, что он появился не так давно, с середины апреля 2021 года, и он достаточно показывает хороший рост. Bankless Bet предоставлен индекс начала октября 2021 года, и как раз когда вся крипта шла вверх, он также не отставал, шел в рост до середины ноября 2021 года. И потом, как весь криптовалютный рынок пошел на убыль. Data Economy Index также не отставал от рынка, но имелись большие просадки. В целом, как вы видите, показатели криптовалютных индексов следуют рынку, но пока, конечно, это не назвать надежным и безопасным инвестированием, как в случае с фондовыми индексами. Но, как говорится, все с чего-то начиналось. А у меня на этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Всегда тщательно отбирайте и изучайте то, куда будете вкладывать свои деньги. Всем роста и процветания. До скорой встречи в новом видео.